Шалом! В этом обзоре мы с головой погрузимся в одну из самых, пожалуй, захватывающих историй Писания. Мы попробуем разобраться в глубочайшем конфликте. Что вообще формирует нашу с вами реальность? Физические факты, на которые смотрят наши глаза, или все-таки духовная истина, которую знает наш дух? А раздел 1 — разведчики и прагматизм. Давайте откроем недельную главу Торы «Шлах». 12 разведчиков отправляются высматривать Ханаан. И тут нужно четко понимать одну вещь. Эти люди, в тексте они названы Нисим, то есть князья, вовсе не были какими-то трусами или случайными прохожими. Абсолютно нет. Это были зрелые, элитные лидеры своих колен. Они проводили совершенно прагматичную, холодную оценку рисков. Ну, знаете, такой классический серьезный анализ, к которому многие из нас сегодня так привыкли. И это потрясающе иллюстрирует та самая знаменитая история о двух продавцах обуви. В начале 20 века их отправляют в Африку исследовать рынок. Один в панике отбивает телеграмму «Возвращаюсь домой». Полная катастрофа, здесь вообще никто не носит обуви. А второй в тот же самый день шлет депешу. Высылаете весь склад, грандиозные возможности, здесь еще ни у кого нет обуви. Как мы видим, факты абсолютно идентичны. А вот выводы диаметрально противоположны. Вся разница кроется исключительно в фокусе. Так вот, отчет 10 из 12 разведчиков оказался до боли похож на первую телеграмму. Надо признать, они провели безупречный анализ. Факты говорили сами за себя. Города-то действительно были обнесены высочайшими стенами. Там и вправду жили настоящие великаны, сыны Янаковы. Местные народы были профессиональными воинами, а израильтяне, давайте честно, неопытная толпа вчерашних рабов. С точки зрения математики и логики, этот анализ был просто безупречен, 100% точности. Физически выиграть ту войну было попросту невозможно. Раздел 2. Эфес. Умножение на 0. И вот тут начинается самое интересное. Как же эта логика выстраивается дальше? В чем заключалась та самая фатальная ошибка их блестящего отчета? Все очень просто. Они выстроили абсолютно идеальное уравнение реальности, но полностью исключили из него Творца. Ключевой момент спрятан прямо в оригинальном тексте Торы, в книге чисел. Разведчики говорят «Однако силен народ». На иврите слово «однако» звучит как «эфес». В библейском иврите его корень «алеф пей самих» буквально означает «конец, предел» или «прекращение существования». А вот современные лингвисты, когда возрождали язык, взяли именно это слово, чтобы обозначить простое математическое понятие — «ноль». И, честно говоря, это просто потрясающая аналогия. Математически эти 10 разведчиков взяли все обещания Всевышнего, все чудеса исхода, ту же манну с небес, аккуратно взяли все это в скобки и просто умножили на 0. Их прагматизм и вот это самое слово «эфес» буквально отменили силу Творца. Это тот самый страшный момент, когда человеческий страх полностью перечеркивает божественное всемогущество, превращая абсолютно все в пустоту, в ноль. Раздел 3. Психология комплекса саранчи. Итак, давайте копнем глубже. Текст здесь раскрывает нам один из самых, пожалуй, разрушительных психологических инсайтов. То, как эти лидеры начали воспринимать самих себя. Они, по сути, заразились так называемым комплексом саранчи. В своем отчете они заявляют: «Мы были в глазах наших пред ними как саранча. Такими же мы были и в глазах их». Великий учитель XIX века Котский Ребе задает к этому стиху просто гениальный вопрос. А откуда они вообще могли знать, как они выглядят в глазах этих великанов? Они что, подошли и спросили? Да, конечно, нет. Этот непреодолимый парализующий страх существовал исключительно в их собственных головах. Этот комплекс саранчи — не что иное, как проекция глубокого внутреннего рабства. Сначала усваивается собственная несостоятельность, затем этот страх проецируется на все окружение, и в итоге сокрушительное поражение происходит еще до того, как начнется сама битва. Это очень напоминает старую притчу о дедушке, которому внуки-сорванцы намазали усы вонючим сыром, пока он спал. Просыпается он и начинает кричать, что во всем доме воняет, выскакивает на улицу, и там та же история. В итоге он решает, что весь мир провонял. Но проблема-то была не в мире, проблема находилась буквально под его собственным носом. И вот этот внутренний яд вырвался наружу в виде лашон ара, злого языка или злоречия. Тора предельно ясно показывает: разведчики начали распускать худую молву о величайшем подарке от Бога, об обетованной земле. Только вдумайтесь, всего 10 человек, прикрываясь своим интеллектуальным реализмом и пессимизмом, за одну единственную ночь заразили паникой целый миллионный народ. Слова имеют просто колоссальный духовный вес, они способны сеять и катастрофическое разрушение. Раздел 4. Руах Ахерет. Иной дух. И вот на фоне всей этой тотальной массовой паники мы видим совершенно другой путь. Путь Калева,
Человека, который смог избежать этого психоза только благодаря тому, что имел внутри себя руах ахирет, иной дух. В Талмуде есть одно удивительное наблюдение. Текст Писания говорит, что разведчики пошли вместе, глагол стоит во множественном числе, но до Хеврона дошел кто-то один, в единственном. Калев физически отделился от группы. Пока 10 прагматиков с линейками бегали, измеряя толщину стен и рост великанов, Калев отправился в Хеврон, к могилам патриархов, чтобы помолиться. Он намеренно изолировал себя от этой токсичной заразы неверия и намертво заякорил свой разум в завете с Богом. Важнейший момент, который нам стоит усвоить, истинная вера — это вообще не про слепое отрицание реальности. Как Калев, как позже патриарх Авраам, они прекрасно видели физические факты. Они видели свою старость, видели биологические ограничения, видели этих гигантских врагов. Но они сознательно подчинили эти факты высшей реальности, Божьему завету и непреодолимой силе Руах Хакодеш. Они буквально смотрели фактам в лицо и говорили: «Да, это чистая правда, но наш Бог все равно больше». Раздел 5. Иешуа и триумф реальности. Этот великий принцип торжества духовной реальности над физической блестяще раскрывается в пророческом предвосхищении, и оно скрыто в самом начале главы, еще до того, как разведчики вообще куда-либо отправились. А вот что здесь действительно поражает воображение, Моше берет и меняет имя своему преемнику. К имени Асье, что значит «спасение», он добавляет всего одну еврейскую букву — Юд, которая является частью имени самого Всевышнего. И получается имя Иешуа — Господь спасает. Этим Моше закладывает глубочайший духовный фундамент. Никаких человеческих талантов полководца просто не хватит, чтобы сокрушить великанов. Только присутствие Яхве, только сам Всевышний спасает. И мы видим это абсолютное безоговорочное торжество в жизни самого Иешуа ха-Машиаха. Когда он столкнулся лицом к лицу с величайшими великанами человечества, грехом и смертью, вся физическая логика буквально кричала о полном поражении. С точки зрения человеческих глаз, там, на стойке казни, это был финал. Абсолютный эфес, полнейший ноль, пустота. Но духовная реальность пустой гробницы раз и навсегда доказала вечную победу. Триумф духовной истины над физическими фактами просто переписал историю. Движемся дальше. Раздел 6. Цитит — наш ежедневный якорь. Как же нам сохранять этот духовный фокус каждый божий день? В самом конце этой главы Творец дает невероятно практическое, осязаемое противоядие от страха и блуждающего взгляда. Это заповедь носить цицит, кисти на краях одежды. Почему она появляется именно здесь и сейчас? Дело в том, что Тора использует глагол «тур» — «высматривать» или «разведывать». Разведчики высматривали землю своими физическими глазами, и эти глаза их жестоко обманули. Цицит даны как наш портативный, ежедневный якорь, напоминающий о нашей истинной идентичности. Голубая нить, тхелет, должна постоянно направлять взгляд к небесам, к престолу славы. Это совершенный инструмент, который каждый раз смещает наш фокус с земных проблем и липких страхов обратно на Творца. Ведь жизнь постоянно подкидывает новые вызовы. Какие-то кризисы, болезни, непреодолимые препятствия. И отрицать это глупо, это факты. Но если мы наотрез откажемся от умножения на ноль и заякоримся в духовной истине, наша реальность будет диктоваться не страхом, а верой. Поэтому в финале этого обзора стоит крепко задуматься, будем ли мы использовать это арабское слово «но», перечеркивая все Божьи обещания, или же, имея внутри иной дух, переведем взгляд на истинное величие Всевышнего. Через какую линзу мы смотрим на своих великанов сегодня?